Приветствую вас, любители бокса! Сегодня у нас оттяжка и удар. Очень эффективный, эффектный прием. Выглядит очень красиво, когда перчатка становится прямо перед вашим носом и тут же не сходит возмездие за наглость поднять на вас руку. Прием достаточно сложный, потому что необходимо иметь хорошую реакцию и скорость движения, чтобы увидеть удар, успеть оттянуться достаточно и вернуться и достать соперника. Обычно, чтобы не надеяться на реакцию и выиграть время, боксеры провоцируют соперника на удар. Затем, уже готовые к этому удару, делают от него оттяжку и наносят свой удар. Где мы выигрываем это драгоценное время, которое поможет нам играть на опережении? Все мы знаем, что наша реакция сначала видит, потом реагирует. Видит, реагирует. Видит, реагирует. В нашем случае время, которое тратит реакция на то, чтобы увидеть удар, опускается. Выдернули и сразу оттягиваемся, не ожидая удара. Если у нас получилось, и мы вызвали удар противника на себя, то дальше все идет как по учебнику. Оттягиваемся от удара, дотягиваемся до соперника. Если пошло что-то не так, то меняем план или пробуем еще раз. Когда мы начинаем тренировать этот прием, в первую очередь надо замерить время реакции соперника. Чтобы наша оттяжка была достаточно быстрой, но не чрезмерно. Чтобы она не шла сразу после джеба. Потому что реакция соперника идет с небольшой задержкой. И чтобы почувствовать эту задержку, нам надо почувствовать этот ритм пара. В противном случае, если мы сделаем это слишком быстро, мы можем попасться на свою же провокацию. И когда уже почувствовали этот ритм, отрабатываем движение в этом ритме, так как диапазон реакции у нас всех почти одинаковый. И делаем оттяжку, не ожидая удара. Так мы выигрываем время. Но если за время оттяжки удара или какого-то ответного действия не последовало, надо быть осторожней. Потому что если соперник не двигается, он прекрасно будет видеть, как мы оттягиваемся, как мы собираемся ударить, и ему будет достаточно выставить просто руку, чтобы нас остановить. Движение физически довольно сложно. Представьте, какое ускорение должны сделать мышцы, чтобы заставить тело двигаться со скоростью руки назад, вперед, и еще сделать хороший удар. Для облегчения задачи надо добавить некоторые технические элементы. На первом элементе с выдергиванием соперника мы уже выиграли немного времени. Когда мы делаем провокационный джеб, мы завалимся немного вперед, для того, чтобы обеспечить себе удобную амплитуду для оттягивания. В тот момент, когда соперник наносит ответный удар, он будет бить в эту точку. Из этой точки у нас есть полметра для того, чтобы сделать оттяжку. И в конечной точке этого движения мы будем в удобном положении, чтобы продолжить действие. Также после джеба, когда мы оттягиваемся, можно сделать перескок ногами, что поможет сделать движение резче и сократить дистанцию. Также после джеба, если мы собираемся бить после оттяжки левой рукой, мы добавляем небольшое движение руками, что-то наподобие передергивания. Что поможет нам защититься от встречного удара и остановить инерцию тела, которое идет назад, и отправить его вперед. Также после джеба, если мы собираемся бить правой рукой, работа рук немного меняется. Вместо передергивания левой руки мы делаем оттяжку полностью назад и делаем пружинящее движение сзади на задней ноге, поясницей, спиной, всем телом. И отправляем нас в сторону соперника. Но одного этого движения будет недостаточно. Возможно, нам хватит сил, чтобы перенаправить тело вперед, но для нанесения удара уже сил будет недостаточно. Поэтому для усиления движения подключаем левую руку. После джеба, когда мы оттягиваемся правой рукой, чтобы нанести удар, мы опираемся на правую ногу и ею же отталкиваемся. Это наша
точка опоры, об которой мы останавливаемся и благодаря которой мы сделаем движение, чтобы вернуться обратно. Теперь левой рукой мы можем создать себе еще одну точку опоры. Мы в тот момент, когда кидаем правую руку назад, мы левую руку ровную, как она вот здесь была, осталась после джеба, мы тоже бросаем назад. И создаем себе новую точку опоры здесь в плече. Своего рода пружина, которая нам в нужный момент поможет отправить тело вперед. Мы здесь как будто за что-то хватаемся и тянем. И помогаем себе телу вернуться назад. Раз, два. Вот. Джеб. Раз, два. Раз, два. Тянем и упираемся в ногу и упираемся в плечо. Еще один вариант оттяжки с ударом. Мы провоцируем соперника, просто сближаясь. Мы подставляемся, раскрываемся. В общем, просто провоцируем соперника на атаку. Из этого положения, где руки находятся в стойке, оттяжка, удар левый не изменяется. Оттяжка, удар правый немного изменяется. Когда мы сблизились, у нас левая рука находится в стойке, не как раньше в джебе. Отсюда мы не пробиваем оттяжка правый. Мы пробиваем левый правый. Но это выглядит как оттяжка. Раз, два. Тем самым мы немного сближаемся, что в свою очередь может усилить наш удар. Этот вариант может быть даже немного легче. Здесь мы делаем оттяжку, имитируя испуг на каждое движение, на каждый вдох соперника. И не обязательно делать оттяжку по-настоящему, можно лишь имитировать ее. Дорогие друзья, на этом все. Желаю всем достойно оттягиваться. Пока.